Сразу в нескольких городах России прошли митинги против войны с Украиной и массовые задержания. Сначала люди по всей стране выходили с плакатами на одиночные пикеты. Акции прошли в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тольятти, Омске, Томске, Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске, Владивостоке. По информации ОВД-Инфо, на 16:00 в 11 городах России были задержаны 49 участников одиночных пикетов. В Москве на выходе из дома задержали правозащитницу Марину Литвинович, анонсировавшую антивоенную акцию. Днем с призывом остановить войну и хэштегом «Нет войне» выступили многие российские звезды у себя в соцсетях. Среди них Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Иван Ургант, Борис Акунин, Юрий Шевчук и другие. Украинский певец Иван Дорн и блогер Антон Птушкин записали видеообращение к россиянам с просьбой остановить войну. Все как в школе, когда мне рассказывали про 22 июня 1941 года. Только сейчас все это не в учебниках истории, сейчас все это за окном, потому что я нахожусь в Киеве. Сегодня Россия объявила нам войну. Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это не военная операция, это настоящая война. К вечеру акции протеста во многих городах стали массовыми. Люди вышли на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Калининграда, Нижнего Новгорода и других городов. Практически сразу митингующих начали жестко задерживать сотрудники полиции. В Екатеринбурге не церемонились даже с водителями, которые сигналили, проезжая мимо. Одного автомобилиста силой выволокли из машины и повалили на землю. В Москве люди собрались на Пушкинской площади, в Санкт-Петербурге у Гостиного двора. По оценкам корреспондентов BBC и «Медузы», в обеих столицах в акциях участвовали не меньше 1000 человек. Кроме митингующих, полицейские задерживали и представителей СМИ. Среди них журналисты СОТА в Саратове и Петербурге, сотрудники Псковской губернии в Пскове, журналистка Ирина Щербакова в Москве. По данным ОВД-Инфо, на 22:00 было задержано 1584 человека в 52 городах, в том числе в Москве 845, в Санкт-Петербурге 403. Они убивают украинцев, наших братьев!